Всем привет! Игровой движок — это базовое программное обеспечение компьютерной игры, состоящее из совокупности алгоритмов. Абсолютно каждая игра в первую очередь держится на движке. Без него игра не делается, а сама она будет отличная только при условии, если есть качественная база, то есть движок. Наш всеми любимый Stalker тоже сделал на основе собственного движка X-Ray, или как его еще называют по-другому, рентген-луч. История разработки движка X-Ray берет свое начало в 1998 году, когда двое начинающих программистов GSC Game World, Олег Шишковцов и Александр Максимчук, объединяются для совместной работы над собственным 3D-движком. К 2000 году на движке выпускается демо-версия игры «Морской бой». С этого момента начинается многолетняя разработка Stalker и движка X-Ray. Привет, меня зовут Бесницкий, и в этом видео я хочу полностью сравнить игровые движки с серией игр Stalker, а самое главное посмотреть на правки, как менялся игровой движок. Пожалуйста, спустись под видео, проверь, подписан ли ты на канал, если нет, то подпишись, и конечно же кликни по кнопке лайка под видео, а я начинаю. Приятного просмотра. Проанализировав интервью с одним из ведущих программистов, который занимался созданием искусственного интеллекта симуляции в игре, можно выделить две особенности движка, которые были задуманы и были на этапе реализации, но не дошли до релиза Теней Чернобыля. Первая особенность — динамические события. Допустим, в одной части локации шла спокойная жизнь, а на другой идет перестрелка. Сталкер, он же НПС, вышел из лагеря и направился в другую часть локации, где в это время шла перестрелка между, допустим, одиночками и бандитами. Когда Сталкер подошел ближе к тому месту, он увидел, как те перестреливаются, и решил об этом рассказать другим, написав сообщение в чат на КПК. Это сообщение отображалось на экране игрока, и игрок мог отправиться в ту область. По приходу, действительно, он мог увидеть там того самого Сталкера, который отправил сообщение, и других одиночек и бандитов, которые вели перестрелку. Вторая особенность — продуманный искусственный интеллект. По словам Дмитрия, планировалось сделать такое. Возьмем для примера двух сталкеров. Один находится в лагере, другой на КПП. У первого была цель убить другого, но у него нет оружия, а в паре метрах валялся нож. Следовательно, ему нужно было подойти, подобрать нож, а затем пойти в сторону врага и там убить его. Задумка гениальная, но данная особенность не была доделана, и так и не появилась в игре. Так в интервью было сказано, что искусственный интеллект может ошибаться, как и обычный человек, но если посмотреть, то этот самый искусственный интеллект в Сталкере делает уж очень много ошибок, чем приносит пользу. Но далеко еще не все готово. До релиза остается несколько месяцев, и разработчикам предстоит научить искусственный интеллект многим вещам. Например, действовать сообща. АИ, как говорил Ясенев, он отличается от других игр тем, что он максимально пытался быть универсальным. Пока рано об этом говорить, вот доработаем, тогда, но на выходе он вышел кривым, недоделанным и в целом сырым. Было слишком много задумок и обещаний, а разработчики попросту забывали о мелочах. В первую очередь я говорю про НПС, которые встанут на проходе и не дают пройти игроку. Вот так, сначала наобещают, строят грандиозные планы, а на выходе видим одни поломки, а обещанных особенностей вовсе нет. Итак, вот какими особенностями на выходе обладал движок X-Ray 1.0. Звуковой сигнал окружающей среды, зависящий от местоположения, зависит от окружающих условий. Поддержка кодирования 5.1 и Dolby Digital. Поддержка EAX. Все за исключением EAX, объемного звука, в игре работает. Поддерживает многопользовательскую игру до 32 игроков по локальной сети или через интернет. Поддержка создания дополнительных типов игр. Простая и удобная архитектура клиент-сервер. Дополнительный дневной ночной велосипед для сетевой игры. Использует существующие 3D-приложения 3D Max, Maya, Lightwave. Нет BSP. Дизайнеры уровней могут создавать захватывающую и сложную геометрию, но на деле мыльные текстуры и простая геометрия. Полигональное столкновение, удобная и интуитивно понятный инструмент редактора, быстрая компиляция и скорость выполнения. АИ можно контролировать с помощью скриптов. Группа АИ
доступ к функциям низкого уровня, способности персонажа, слух, зрение, навигация, доступ к объектам, записанные события, зоны, поддержка DirectX 9, до 3 миллионов полигонов на кадр в реальном времени, динамическое освещение в реальном времени, мягкие физические правильные тени от каждого объекта, физические вычисления тени, полутени, постобработка кадрового буфера и сложные фильтры. Из этого выделим самые важные особенности движка. Light Mapping, DirectX 9.0, отложенное затенение, до 3 миллионов полигонов на кадр, динамическое мягкое освещение, динамические мягкие тени, несколько источников света, детальное, нормальное и зеркальное отображение, отображение параллакса, динамическое изменение дня и ночи, эффекты погоды, ветер, дождь, освещение, объемный туман, объемная тепловая, дымка, ретина, блюр и легкое цветение. Stalker Чистое Небо использует обновленную версию движка X-Ray 1.0, X-Ray 1.5. Чистое Небо во многом отличается от Теней Чернобыля, в первую очередь наличием двойных группировок и сменой группировки игрока. В Тенях Чернобыля можно было тоже сменить, но сделано это криво и наполовину вырезано. Была добавлена система прокачки снаряжения, когда в прошлой части нужно было либо покупать новый ствол или броню, либо носить до поломки, чтобы потом найти другой. Изменения в движке ощущаются и в игре. С добавлением новых геймплейных фич игра приобретает новые краски, особенно объемные лучи, которых не было в Тенях Чернобыля. Из интервью с Игорем Лобанчиковым, ведущим программистом, который отвечал за рендер, мы можем узнать, что был добавлен Steep Parallax Mapping, чтобы поверхности были более рельефными. Это делалось для увеличения детализации графики. Как я сказал ранее, был добавлен объемный свет, туман. Как говорит Игорь, такого тумана, как у нас, не было ни в одной игре. Добавлено динамическое намокание поверхностей. Если в подземельях игрок пробежит через объемный дым или же пар, то он изменит свою форму из-за пробежавшего игрока. И в игре такая фича и правда работает. Были доработаны тени от динамических объектов, доработали положение солнца. Встает на востоке, заходит на западе. Добавлены отражения на воде. А вот основные особенности движка X-Ray 1.5. Поддержка DirectX 10. Детальное отображение рельефа SSAO. Объемный свет, солнечные валы или как еще называют лучи бога, динамические тени от солнца, динамическая мокрая поверхность, Rain Mapping, карта теней для эффекта дождя, брызги воды, вода течет по поверхности, динамический объемный дым, объемный огонь, мягкая вода, отображение круглого параллакса, контактные тени, мягкие частицы. Работа с движком проделана более чем достаточная, и изменения в плане графики впечатляют. Зов Припяти – заключительная часть трилогии Stalker, разработана на основе движка X-Ray 1.5, версия движка Зов Припяти X-Ray 1.6. Геймплейные фичи. В плане их есть изменения. Это добавление сна в игру, доработанная система прокачки снаряжения главного героя, изменение структуры квестов, они стали более разнообразными. Как говорил Дмитрий Ясенев в интервью, скрипты, на которых основаны практически, а то и все квесты в игре, дополняют функционал кода движка. Из этого можно сделать вывод, что код и скрипты прошли достаточную доработку. Был доведен до практически нормального вида искусственный интеллект, острая проблема всех частей Сталкера. Персонажи научились искать укрытие от выброса, но уходить с проходов их все же не научили. Было доработано много моментов в коде. В игре эти изменения не видны обычному игроку, но они есть. В плане графики, из интервью с Михаилом Парфенюком, который тоже отвечал за рендер, я выделил такие изменения, как доработанные тени. Чем ближе к объекту, тем более четкий предел, а чем дальше от него предел более расплывчатый. Добавлен новый вид SSAO, которым был ускорен с помощью компьютер-шейдеров тактовую частоту пикселей. И последняя фича – тесселяция, увеличивает полигонаж объектов. Как говорит Михаил, это позволило значительно улучшить вид NPS и мутантов. На словах
выглядит неплохо. Но на практике, для наглядного примера возьмем скриншот трупа наемника. Взгляните на датчики, да и в целом на экзоскелет. Вот так они выглядят без тесселяции. Довольно неплохо. А вот так они выглядят с включенной тесселяцией. Не понимаю, о каких полигонах говорил Михаил. Но я, как игрок, вижу тут вздутие. Тело прям таки вздулось внутри костюма. А что с датчиками? Их так выперло, как будто вот-вот взорвутся. И из-за этого качество модельки сильно портится. Тесселяция сделана через одно место. А вот основные особенности движка X-Ray 1.6. Поддержка DirectX 11, добавление HBAO, HDAO, CSS. Как мы знаем, Stalker 2 старого образца разрабатывался на доработанном движке X-Ray 1.6. X-Ray 2.0. Информации по нему вообще не найти. Разработчики заявляли, что игра будет построена на совершенно новом игровом движке, созданном с нуля. На деле они использовали свой оригинальный движок X-Ray, который обновили до версии 2.0 и дорабатывали с учетом всех кроссоплатформенных требований. Сейчас же Stalker 2 нового образца разрабатывается на Unreal Engine 4. Каким игра выйдет на данном движке, узнаем уже на выходе. Пока об этом говорить рано. В сети также можно найти доработанную версию движка X-Ray 1.6 от сторонних программистов. Это OpenX-Ray и X-Ray Oxygen, которые дополняют возможности движка Zooprypyt и убирают лишний мусорный код, которого там накопилось очень много. Но это уже, конечно, другая история. Хотел уже был на этом закончить видео, но я накопал еще полезную информацию. Есть еще одна компания, Восток Games, которая была основана в марте 2012 года бывшими сотрудниками GSC Game World. Как мы знаем, Stalker 2 старого образца разрабатывался на движке X-Ray 2.0. Разработку Stalker 2 закрыли 9 декабря 2011 года. В конце 2014 года студия GSC Game World возобновила работу, объявив о разработке нового проекта, позже получившего название Казаки 3. Пиар-менеджер компании Валентин Елтышев в интервью GameIndustry.biz рассказал, что после распуска старой команды все наработанные материалы, а именно, было сделано несколько локаций, игровых уровней и персонажей, и новая версия движка, которая была готова на 70-80%, остались у них. Дмитрий Ясенев ушел в Восток Games, где был тоже на посту программиста. Студия GSC Game World сказали, что движок X-Ray 2.0 остался у них, но я думаю, что это не так. Так как движок был готов на 70-80%, было бы грех его не использовать для будущего проекта студии Восток Games. Я говорю про Servarium. Движок Servarium называется Восток Engine, а его ключевой программист Дмитрий Ясенев. Из этого можно сделать вывод, что движок Stalker 2 доработали и использовали под игру Servarium. Я на все 100% уверен, что Восток Games сделали Servarium на движке X-Ray 2.0, и следующий их проект Firewall Wolves тоже. Хотя об этом в интернете нет информации. А чтобы сделать вид, что якобы Восток Games сделали свой абсолютно новый движок, они переименовали его из X-Ray 2.0 в Восток Engine. А характеристики движка Восток Engine и X-Ray идентичны. Очень интересное для меня замечание. Ну а на этом ролик теперь точно подходит к концу. В заключение хочу сказать, что это одно из тех видео, которые я делал с большим удовольствием, ведь собирая информацию по движкам Stalker, я узнал для себя много чего нового. Надеюсь, как и вы. Для личного ознакомления я оставлю все ссылки на статьи и интервью в описании под этим видео. В следующем видео я планирую разобрать движки серии игр Metro. А вам большое спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и обязательно нажмите на кнопку лайка и посмотрите эти не менее интересные видео. Увидимся ровно через неделю.